Я приехал чуть раньше, решили не тратить время, чтобы до темноты успеть расставить все камеры. Но я не думал, что так надолго задержусь. Метелит. Ладно, давай, я тебя жду, короче. Постарайся только поскорее. Давай, я постараюсь как можно быстрее, давай. За окном уже тупо все потемнело. Я сейчас слышал шаги. Оттуда я четко слышал шаги. Надо ставить камеру. Поставлю. Вот здесь. Лестница непонятно, почему упала. Все. Что за... Наверное, показался, я же говорю. Я сейчас еду за Тёмычем. Вы сами видели, что творится в доме. Я с ним связался, сказал то, что уже не могу здесь находиться. Он мне сказал то, что где-то застряла его машина, на которой он сюда добирался. Поэтому я принял решение ехать навстречу. Уже как-то помогу с машиной, и мы вместе вернемся в дом ведьмы. Сейчас время. Сейчас попробую. 2:14. И дальше оставаться в этом доме одному и что-то делать, слушать каждый шорох и пугаться я больше не хочу. Ладно, все, как приеду, включу камеру. Вон Тёмыч идет, отлично. Наконец-то я буду не один в этом доме. Ты как здесь? Ты чё? Я, короче, больше не смог находиться в этом доме. В смысле? Чё такое? Здорово. Здорово. Ну, короче, смотри. Ты как вообще здесь оказался? Я поехал на встречу, я тебе сейчас позвонил и принял решение, то, что поеду на встречу, хотел помочь тебе с машиной. Ты же сказал, кто-то там застрял, на чем ты добирался. Мы с пацанами застряли, я говорю, давайте я вам помогу вытащить. Они знают, что мне быстрее надо к тебе. Сейчас уже ночь, я даже не знаю, сколько времени. Вот. Они говорят, сами справимся, иди навстречу, если что, иди к нему. Типа недалеко, они сказали, сами справятся. Что случилось-то? Да... Ты, блин, я не знаю, был бешеный какой-то на телефоне, что случилось? Да как там не будешь, дверь сама открылась, сама по себе, ты понимаешь? Которая на нашей базе, в этом основном зале. Сама, в смысле, ты, как обычно, это все произошло на камеру, как у нас обычно на какую-то скрытую камеру? Или ты своими глазами прям видел? Я своими увидел, потом пересмотрел по второй камере, где печь. И она тут там тоже открылась сама по себе. То есть с двух сторон четко видно то, что дверь сама по себе открывается. И это полбеды. Это последнее, что меня свело с ума, и я решил ехать к тебе навстречу. А первое, что произошло, я сидел, никого не трогал. Кстати, даже вставку в Телеграм записал. Произошло то, что я услышал какие-то следы. Наподобие тех, то, что ты мне описывал с этой клюшкой, помнишь? Погоди, а где они были? Сверху, на чердаке, То есть походу. уже не снизу? Нет. Так, понял. Ты, короче, оттуда свалил. Ну и правильно сделал. Оборудование там? Или... Все установлено. То есть ты ничего не стал Все... забирать, просто свалил оттуда? Уже не 8, а 9 камер. Мы как, сейчас туда поедем или до утра тогда рыпаться не будем? Да, наверное, давай туда. Конечно, сейчас смысл выжидать. Сейчас полночи прошло. Вон, я сейчас сказал, уже 2:22. Поэтому можно уже туда отправляться. Ладно, понял. Давай, поехали. А чё по оборудованию? Погоди. Нормально все, нормально. Я заказал немножко заминка с доставкой, но сейчас знаешь, как все с доставкой происходит. Ну а так будет топовая камера. То есть она сможет реально снимать без фонарей, как мы сейчас устанавливаем, тупо Да. в ночном видении? Ребят, да, мы заказали с дневную камеру ночного видения. Вы часто писали в комментах, и вы сами видите, мы сейчас какой контент снимаем, такой на мистическую тему. Очень полезно такое оборудование, которое реально будет помогать в таких условиях, в жутких местах, чтобы все было видно в темноте. Какую камеру мы выбрали, какая у нее цена, все вот это, почему мы взяли именно эту камеру, решили взять, а не другую, все смотрите в бусте. Здесь не будем сейчас долго распинаться, потому что это надолго, в бусте будет весь выбор камеры, все, что мы заказали, выбрали, цена, и новогодний ролик тоже выйдет там. Че, Димон, поехали, наверное? Нет, погоди, возьми пока камеру, пожалуйста. Что такое, что Я еще сейчас хочешь? быстро посмотрю камеры и тебе покажу. Вот, видишь, новая камера, которая Ага, на чердаке. да, Видишь, как я ее поставил? да. Во-вторых, я, кстати, про чердак-то что еще не рассказал. Я когда там был, лестница свалилась, мне пришлось спрыгивать оттуда. Серьезно? Да.
как это вообще возможно? Погоди, Я залез по лестнице, я ее упер достаточно, ну, по мере возможности, твердо, основательно. Я, естественно, не хотел упасть с такой высоты. Я, во-первых, услышал там шумы непонятные, стуки какие-то, наподобие тоже, как будто кто-то идет по снегу, как хруст. Я даже не определился до сих пор, что это. А потом, когда я уже начал слазить по этому козырьку, я увидел то, что и лестница лежит просто на земле, ты понимаешь? Да, слушай, ладно. Так, ладно, что же делать? Давай тогда посмотрим камеры, остальные, Вот оставшиеся. Я сейчас смотрю. Там все нормально? Стоит нам вообще туда сейчас соваться? Сейчас, Потому что я даже не знаю, если ты говоришь, там такая жесть, может быть, даже этот ролик не выкладывать и как просто утром съездить там, условно говоря, забрать все оборудование и записать потом концовку ребятам, сказать, что там реально жесть происходит, типа. Нам вообще Нет, стоит давай. сейчас рисковать У вот нас так? еще есть полночи, сейчас 2:30, грубо говоря. Мы сможем еще больше углубленно изучить вообще, что происходит касаемо этой ведьмы. Поэтому давай, наверное, поехали. Сейчас по камерам я смотрю, ничего такого нет. В принципе, мы сейчас еще там основательно все просмотрим и будем дальше выслушивать. Ладно, поехали тогда. Ребят, совсем скоро Новый год, и мы с Димоном решили себя немножко побаловать и заказали себе топовые именные часы от компании Bliss Time. Они собираются как конструктор и будут полностью удовлетворять нашим желаниям и требованиям. И, конечно же, вы можете сделать то же самое. Сейчас мы вам покажем, как эти часы выглядят. Они уже доставляются к нам, и, наверное, в следующем ролике мы покажем вам их вживую. А пока что вот такой небольшой спойлер. В общем, если вы хотите такие же часы-конструкторы себе и полностью подобрать их под свой стиль, под свой вкус, самое время сделать это на Новый год по ссылке в описании. Заказывайте часы у Bliss Time, они вам точно понравятся. Иду. Что тогда, какой план? Сейчас дальше с нашей базы смотрим все камеры и Да, пытаемся вперед. что-то разглядеть, да? Угу. В первую очередь надо, да, все просмотреть. Вот лестница, кстати, видишь? Я тебе говорил то, что упала. Да. Да. Погоди. Смотри. Чё? Коляску видишь? Не. А, вижу. И следы от нее. Погоди, а коляска не здесь стояла разве? Нет, вспомни, когда мы дом осматривали первый раз. В первую ночь она там стояла. Прям в сарае, типа под крышей? Ну да. Ты уверен? Ну смотри, следы даже есть. Ты что, прикалываешься, что ли? Я тебе реально говорю, я не трогал ее. Сам потом материал пересмотришь. Стой, погоди. Она отсюда едет, эта тележка, эта коляска. Его следы, смотри. Подожди-ка. А чё под мешком? Не знаю. Поднимем? Погоди, может быть, сперва узнаем, что находилось за той коляской. Может быть, Диман, все эти события, которые здесь сейчас происходят, они не просто так. Я не знаю, ну это очевидно, в доме происходит какая-то мистика, и может быть она хочет нам что-то показать. Да я не думаю. Ты хочешь смотреть там, где стояла коляска? Но вдруг там что-то есть. Кто его знает, мы же туда не пробирались. Только аккуратней. Иди сюда, посвети. Вон там она стояла в первый день. То есть ничего, да? Ничего. Стой, нет, пойдем посмотрим, что под мешком. Ну ладно. Обувь какая-то еще. Ничего нет. И что за хрень? Как это понять? То лестница, то все, что в доме происходит. Не знаю, но это очень странно. Блин. Погоди, а это обувь, Диман. Это что за обувь? Погоди-ка, ну-ка поверни подошвой. А тебе не кажется, что
Рисунок очень похож. Помнишь, на муке? Что за звуки были? Мешок, по-моему. На муке? Да. Давай с собой возьмем и отпечатаем рядом. Я просто не уверен, ну смотри, выглядит как реально Ну, вот такой эти бабушкины, старые. Ты Я даже не знаю, отпечатай. как черпаки эти назвать. Да. Подошва деревянная или резиновая? Резиновая, наверное. Она, конечно, на холоде стала деревянной, но я думаю, резина. Не понимаю. Так, стой, а вот это что за следы? Я тоже на них обращал внимание. Это до этого было уже. Это кошки, наверное. Ну, я надеюсь. Ты чё? Димон, Чё такое? Ты что-то слышал там? не просто слышал. У тебя было когда-нибудь такое, что ты, допустим, сидишь где-то или едешь и чувствуешь, что на тебя кто-то смотрит, хотя ты сам не смотришь в сторону этого человека, просто чувствуешь как бы спиной. Стой, ты хочешь сказать, ты сейчас оттуда такое почувствовал? Мне кажется, что там кто-то есть. Погоди. Я сейчас камеру включу. Ведь, Мало ли, реально вот это ощущение, не просто ощущение. не знаю. Тем более мы давно уже не Я как сели, будто с как того момента, слышал. я тебя забрал. Я и почувствовал, и слышал, как будто кто-то наступил на снег или что-то вроде того. Может быть, это были доски, которые на крыше, между чердаком и крышей. Не знаю. Все нормально там. Нормально? Вообще ничего. Точно, да? Ну вот все пусто. Нет смысла туда подниматься, что-то проверять. Нет, лучше пойдем по камерам. Я тебе говорю, я тоже вначале начал все осматривать, но я понял, то, что лучше забиться сейчас в угол и смотреть, так мы больше сможем что-то разведать, чем мы будем шуметь и как-то заставлять ее тише себя вести. Ладно, давай, наверное, пойдем в дом, будем подключаться ко всем камерам и уже из главной комнаты смотреть. Ладно, пойдем. Ну как она упала? Я не понимаю, вот именно от падения. Пойдем. Тапочек. Ага. Опять этот жуткий дом. Ничего, сейчас скоро будет утро. Тихо, тихо, тихо. Почему они сами по себе шатались? Не знаю. Камера пишет. Она записала? Да. Так, не понял. Пойдем в зал. Пойдем. Пойдем все там смотреть. Я тебе говорю, здесь хренотень происходит все больше и больше. Давай, проходи. Ладно, давай смотреть по камерам. Меня очень интересует, что предшествовало тому, как эти черпаки застучали. Давай. Давай. Прежде чем мы вошли в дом. Сейчас немножко назад отмотаю, да? Угу. Ну как такое возможно? Ничего, да? Нет. Они просто сами по себе затряслись, ты понимаешь? Да. Я не знаю. Я не знаю, что это думать просто тут. Да я сам не знаю, Диман. В этом доме явно что-то творится. Мы с тобой уже здесь долгое время, и каждый раз он только доказывает это. С этим надо заканчивать. Давай какое-то время посидим здесь, посмотрим по камерам и пойдем уже сверять. Да. Хорошо? Да, согласен, согласен. Хочу больше света. Пойдем, наверное. Садись, будем смотреть. Ничего, вообще ничего. Как будто все рукой сняло. Все, что до этого происходило. Да, это очень странно.
А время-то идет, уже час прошел с того момента, как мы сюда с тобой вдвоем приехали. Да, по сути, скоро светать уже начнет. Ну, сейчас, конечно, попозже. Помнишь, мы в телеге оставляли пост прямо из прошлой ночи, когда на 2 ночи приезжали? Да. С тем, то, что ребят прислать какие-нибудь интересные мистические истории. Угу. Ты не видел от одной подписчицы? Такая жуть пришла. Дима, да я что-то, честно говоря, пока не запрыгивал. А что там? Блин, давай я сейчас покажу тебе и включим так, чтобы все ребят видели. Давай. Сейчас. Там жутко? Ну, там прям интересно, потому что это все с ней произошло. Офигеть. Так, все, включил. Я могу рассказать одну историю, хоть и я и была маленькая, я это прекрасно помню. Когда мне было 8 лет, это даже я прекрасно помню, мы жили в поселке Элита, конезавода 84. Ну и получилось так, что у нас умер сосед, дядя Саша Гасин. Но получилось так, то, что на 40-й день у меня родители истопили баню туда-сюда. Мам стала стирать, потому что в тот момент у нас в машинке автоматы не были, а стирали на обычной симбирке. Но многие, наверное, понимают, что такое симбирка. Ну и вот, сосед стоял в соседской бане. Ну и получается так, что я нахожусь с мамой, я ей помогаю стирать, там перебирать какие белье. Ну и получается так, мы с мамой обе слышим голос покойного дяди Саши Гасина. Ничего себе. И он говорит: ну что ты, Валентин, опять ты с дочерью стираешь? Ну а мамка отвечает: ну дай, стирай, дядь Саш. Мы с мамкой потом, молчок, мы с мамкой друг на друга посмотрели, не поняли, в чем дело. Вроде бы сосед умер, а услышали его голос. Потом мы с мамкой вышли обе из бани. Смотрим около его бани какое-то, как свечение, не свечение, ну, такой, как силуэт. Потом поднялась этот силуэт в воздух и исчезла. После мы ничего, вроде бы все, опять зашли перед банник, дальше дела. Потом до нас дошло, что было. Вот можете себе представить, как мы с мамкой из бани бегом бежали домой. Это было что-то невообразимое. Ну чё, как тебе? Ну да, конечно. Такое себе. Да я тебе говорю, из-за того, что прям это с ней происходило. Да, Прям и очень прочувствовался эта история. еще в такой обстановке смотреть тоже такое себе, знаешь, жутковато, честно говоря. Ну да. И мы сейчас сможем с тобой пока вне камеры продолжать смотреть, потому что когда мы в посте просили ребят выкладывать разные истории, здесь огромное количество. Я уже очень много ребят прочитал ваших историй в Телеграме. Тёмыч тоже подключался. Он сказал: ты почему это не видел у меня историю? Да не знаю, Диман, я что-то по-быстренькому, но текстовые я все старался читать. Ну вот. Поэтому, ребят, блин, если вы хотите с нами так общаться, делиться какими-то своими историями из жизни, тем более мистическими, просто переходите в наш Телеграм, мы всегда там что-то обсуждаем вместе с вами. Вот как вы видите, смотрим ваши истории, читаем. Это очень интересно, поэтому в Телеграме будет ссылочка в описании. И самое крутое, то что не забывайте, мы пока находимся в этом доме каждую ночь, мы стараемся какой-то для вас снять в прямом эфире видосик и выложить туда во время ночи, чтобы вы вместе с нами ощутили эту атмосферу. Ссылочка на Телеграм будет в описании, переходите и делитесь своей историей. Ладно, Тём, давай, наверное, дальше чекать. Смотри, что происходит. Ну да, это утомительно, зато мы уже много что здесь нашли. Диман. Слышишь? Что за звуки? В какой-то комнате. Стой-ка. Я сейчас найду комнату. В той комнате, где мы муку рассыпали. Смотри. Я сейчас назад верну. Смотри. Ты видишь, свет моргает. Как Да. будто кто-то на большой фонарь кнопку нажимает.
Там же никого нет. Камера не захватывает тот угол. Пойдем через стекло посмотрим. Ты по... Что за звук был? Счетчик, походу. Пойдем. Ладно. Держи фонарь. Так. Ладно. Так аккуратней. Ну там прям реально свет моргал. Ты телефон взял? Да. Если что, сейчас. Диман. А вдруг ведьма сейчас там? Я ничего не вижу, Тёмыч. Я тоже. Не около кровати, нигде. Она там. Судя по тому, то что фонарь щелкался, но я ее не вижу по камере. Но там вообще никаких нет от нее. Ничего не. Ну ты же видел, как свет моргал. Видел. И что ты думаешь? Надо туда идти? Я не знаю, давай еще посмотрим по камере как можно дольше. Через стекло не видно? Но вроде нет. Посмотри еще лучше. Ты слышишь? Присядь. Че за хрень? Че за хрень эти? Че за хрень? Слышал? Валим отсюда нахер, Диман! Давай. Ну что ж, ребят, мы уже как полчаса сидим в машине, обдумаем вообще все, что произошло. Ну, произошла жесть, реально. Я не смогу никогда теперь забыть этот смех, который мы смогли услышать. Вы, в принципе, сами все видели. Этот дом очень опасен, это прям факт. Вы даже не только видели, вы и слышали, правильно Диман говорит, мы услышали этот смех и кашель, я не знаю, вот этот шепот, все, что походу это реально ведьма, и она проявляет себя в самых страшных просто обличиях, что можно вообще в этом доме почувствовать. Самое главное, что мы ее не видели. Да, но хотя свет моргал, мы по камере видели. Мы слышали через камеру, увеличив через колонку звук, то, что камера... Ой, то есть вот этот фонарь большой нажимается, кнопка. Да. Все это было четко слышно, Но но никого. никого. Да, вообще никого. Мы с Тёмычем никогда не верили до конца во всю эту мистику, но этот дом прям по факту показывает, то, что там реально что-то есть. И хозяин, новый хозяин этого дома, точно нам не врал. Вы сами все видели, ребят, вы с нами были 5 ночей в этом доме, и надеюсь, вы прочувствовали эту атмосферу, потому что мы слышали все, мы видели любые подтверждения, даже если это делал какой-то человек, то это невозможно. 9 камер, да? В доме, и по-любому все это схвачено будет, и никто не проскочит мимо. Каждую ночь было все страшнее и страшнее, и я думаю, что, по сути, нам очень повезло, то, что мы оттуда сейчас унесли ноги. Поэтому, ребят, мы сейчас с Диманом вне камеры пообщались, пока сидели, отогревались. Руки дрожат не только от холода, кстати, но еще от того, что мы там пережили. Мы решили, что не будем сейчас туда залазить, дождемся, уже совсем скоро рассвет, солнце встанет. Да. Только после этого мы зайдем туда, последний раз, заберем все свое оборудование и просто свалим отсюда. Да, я полностью с тобой согласен. Мы пришли к такому решению. Но нам все это интересно. Нам очень понравился этот странный, необычный и страшный дом ведьмы. В принципе, можно дальше поизучать. Но, наверное, вы с нами согласитесь, то, что на этом стоит закончить. Мы убедились, то, что там что-то есть, а дальше уже это на грани риска такого, то, что лучше в это не влазить. Но, так как нам нравится эта история, мы видим то, что они вам заходят очень сильно. Мы хотим еще раз вас спросить, чтобы вы написали в комментариях, хотите ли вы видеть какие-то подобные истории, мистические истории, тем, что сейчас были у нас на канале. Если да, то, конечно же, вы можете писать и свои истории. В них вы полностью
можете описать, что у вас происходит, и, возможно, мы приедем именно к тебе, и все это будем также снимать и выкладывать на наш канал. Да, может быть, у вас в жизни произошло что-то страшное, и вы знаете это место. Может быть, вы просто знаете в своем городе или в своей деревне какое-то страшное здание, или вообще какое-то место, у которого есть какая-то жуткая легенда, туда боятся заходить местные люди, или вообще это место может быть знаменито на всю страну, кто знает. В общем, таких мест по-любому много, и мы хотим с Димоном посетить что-то подобное. Да, по-любому вы хотите видеть, и многие боятся посещать такие места, но посмотреть мы туда пойдем, мы все сделаем и вам подарим классный контент. Поэтому, ребят, реально, если вам все это нравится, поставьте лайки, пишите комментарии касаемо того, что мы сейчас сказали. Ну что ж, наверное, будем с вами прощаться, дожидаться утра, забирать все оборудование и валить отсюда. Поэтому, друзья, до новых встреч. Увидимся. Пока!